Доброго времени суток, дорогие наши зрители! В сегодняшнем ролике я покажу 7 чудесных способов лепки пельменей на заварном тесте. Это тесто я считаю самым удачным, так как оно всегда получается идеальным. Предлагаю сразу подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых вкусных видео. Тем временем я начинаю. Пшеничную муку просеиваю, делаю небольшое углубление и разбиваю туда одно яйцо. Добавляю молотый белый перец, оливковое масло и все тщательно перемешиваю, чтобы яйцо полностью вмешалось. Теперь соль добавляю в кипяток и перемешиваю до ее полного растворения. Так она равномерно распространится в тесте. Сейчас частями ввожу кипяток с солью в яично-мучную смесь. Не выливайте сразу весь кипяток, так как иногда жидкости может потребоваться меньше. Все зависит от сорта муки и ее влажности. Тесто сначала собираю в миске. Затем выкладываю на стол и несколько минут хорошенько вымешиваю. Округляю. Видите, какое мягкое тесто? И оно совершенно не липнет к рукам. Стол немножко припыляю мукой, кладу этот колобочек и накрываю миской. Даю ему отдохнуть минут 10. Тем временем подготовлю начинку. В фарш с луком добавляю итальянские травы, перец, соль. И чтобы в начинке каждого пельмешка присутствовал бульончик, я добавляю в фарш ледяную воду. Немножко, чтобы фарш не был слишком жидким. Хорошо вымешиваю. И возвращаюсь к тесту. Делю тесто на 4 части. Три отправляю под салфетку, чтобы не заветрилось. А с четвертой буду работать. Раскатываю тонко, но не очень, чтобы тесто в момент лепки не порвалось. Бокальчиком, диаметр которого 7 см, вырезаю круги. В каждый круг кладу начинку и начинаю лепить пельмешки. Каждый способ лепки повторяю на видео 2 раза, чтобы вам было легче разобраться.
Если тесто подсохло, можно слегка увлажнить водичкой. Для седьмого способа вырезаю кружочки рюмкой, диаметр которой 4,5 см. Вот такие 7 простых, но интересных способов лепки я вам предлагаю. Всем приятного аппетита и отличного настроения! До скорой встречи в новых видео! Всем пока!